Меня зовут Ольга Ким, я выпускница ВИП, практикующий психоаналитик. Мы с Вероникой Валерьевной Беркутовой хотели бы вас пригласить на наш курс, посвященный вопросу о становлении истории женской сексуальности в поле психоанализа, взглядах Фрейда и его последователей. Мы считаем, что необходимо обратиться к первоисточникам, разобраться в том, с чего все начиналось. Что имелось в виду под разными терминами во времена Фрейда, чтобы потом научиться читать современных авторов и выстраивать собственное понимание психоаналитических теорий. Подходя к пониманию женской сексуальности, как правило, внимание концентрируется на трансформации взглядов Фрейда. В настоящем курсе мы бы хотели не только обратиться к взглядам самого основателя психоанализа, но и его последователей, осветить тему, на которую реже обращают в исследованиях внимание, а именно как различные мысли и идеи, высказанные в текстах Фрейда, влияли на само психоаналитическое сообщество, провоцировали содержательные дискуссии, приводили к трансформации старых, появлению новых концепций. Также в курсе мы затронем и проследим развитие ключевых психоаналитических понятий, дающих нам возможность в дальнейшем оттолкнуться в своих собственных исследованиях данного вопроса. Мы затронем специфику прохождения Эдипа, эдипальную фазу мальчика у девочки. Мы поговорим о комплексе кастрации, зависти к пенису, комплексе мужественности, о формировании сверхя и в том числе у женщины. Мы обратим внимание на неотождественность женской гомо- и гетеросексуальности, на взаимосвязь биологических, социальных, культурных явлений, в становлении мужского и женского. И затронем вопрос активности и пассивности. Также мы затронем ряд ключевых работ Фрейда, 3 очерка по теории сексуальности, об инфантильных сексуальных теориях, об особом выборе объекта у мужчин, об обычном унижении любовной жизни, о женской сексуальности, лекции из нового цикла введения в психоанализ, а именно лекцию, посвященную женственности. Все данные фундаментальные вопросы и работы, они охватывают период с 1910-х по 1030-е годы. И мы можем логически разделить их на 3 этапа по десятилетиям. Первая волна полемики о женской сексуальности начнется с корпуса работ Фрейда, затрагивающих 905-918 года. В данных работах Фрейд вводит понятие Эдипа, комплекса Эдипа, угрозу кастрации, свойственную ребенку мужского пола, и также зависть к пенису как основное понятие, вокруг которого конституируется кастрационное представление у девочек. Данный корпус работ, он породил очень горячую волну полемики. Высказались такие авторы, как Йохан ван Айфуйзен, Август Штерке, Карл Абрахам, Карен Хорни. Все их тексты мы обязательно рассмотрим в курсе и отметим, как, следуя логике Фрейда, они пересматривали данные конструкты. Вторая волна полемики, она затрагивает уже ключевые понятия комплекса кастрации, связи между биологией и полноценностью, либо неполноценностью женского субъекта, о смене любовного объекта у мальчиков и у девочек, что девочка претерпевает, как выясняется, дополнительную нагрузку и переживает еще один этап. Она вынуждена отказаться от первоначального любовного объекта в лице матери. Далее мы затронем работу Фрейда о женской сексуальности, в которой Фрейд концептуализирует 3 возможных пути, по которым может проследовать, собственно, выбор девочки, становление ее дальнейших вопросов пола. Все эти вопросы мы уже увидим
в третьей волне дискуссии и затронем разработки Жанны Лампель-де-Грот, Карла Мюллера Брауншвейг, Рут Матбрюнсвик и отчасти поздние работы Мелани Кляйн. Как видите, дискуссия о женской сексуальности довольно длительный и плодотворный этап в истории психоанализа. Наша задача проследить не только логику становления мысли Фрейда, но и своими глазами увидеть, как богата психоаналитическая история, понимать и различать истоки формирования дальнейших рассуждений, не ссылаясь на известные формулировки, ориентироваться в вопросе изучения пола в психоанализе, потому что последующие модули, в которых мы уже будем затрагивать логику выбора пола, связь с речью, связь с бессознательным, нам потребуется непременно очень свободно ориентироваться во взглядах, конечно же, и Фрейда, и направлении его мысли. Мы ждем вас на курсе. Если вам интересен данный вопрос, будем рады вместе с вами его исследовать. До встречи!